Всем привет! В этом видео я хотел бы поделиться с вами новостью. Команда NTN связалась со мной и попросила дать какой-то фидбэк по поводу того, как я использую платформу. И в этом видео я расскажу, о чем мы разговаривали на звонке. И также досмотрите до конца, вы увидите то, над чем они сейчас работают, и они попросили мой фидбэк. Давайте посмотрим. Так, это я попросил у них запись нашего звонка, и чтобы мы могли, не будем его слушать весь, да, вообще не будем, он проходил на английском слушать, но я хотел бы рассказать, что там происходило. Я созванивался с дизайнером и с разработчиком. Огромное им спасибо, очень приятные ребята, и одного зовут Тука, а второй Джонатан. И как бы мы разговаривали о том, как я использую платформу. Почему именно я попал под их радары, сложно сказать. Возможно, потому что у меня много workflow, которые я использую. Многие из них регулярно запускаются, часть из них в продакшене. И они попросили моего фидбэка. Я думаю, что поэтому. Вначале я представился, рассказал о своем опыте, мы познакомились, и они представились также. И они спрашивали некоторые вопросы по поводу, как я использую, какие сложности я вижу, с какими багами я столкнулся. То есть я этим совсем с ним поделился. И фидбэк, по моему мнению, им понравился. И в конце они показали мне вот здесь хотел бы остановиться. То есть они показали, как. То есть основной вопрос был, как понять, если вы особенно работаете в команде, что изменилось в workflow по сравнению со старой версией. И сейчас это, как мы сейчас это делаем, это сейчас либо один из подходов, это ты не трогаешь workflow, которое в продакшене работает, потому что любое изменение оно может привести к багам, ты создаешь отдельное, и тогда уже после того, как отдельно изменил, тестируешь его, и после этого переключаешь на новое. Либо экспортируешь файл, импортируешь в старый workflow, либо просто, если это веб-хук, то где-то меняешь веб-хук. И здесь они как раз задаются вопросом, как сравнить, ну вот, например, у меня есть старое workflow, завтра кто-то его обновил, либо я его обновил, и оно новое. И я хочу посмотреть разницу между ними. Сейчас это только глазами ты можешь это изменить. Если у тебя подключен GitHub, такая платформа, тогда там ты тоже это можешь сделать, но там тогда ты будешь сравнивать код. И это достаточно проблематично для глаз, то есть визуальная нагрузка. Поэтому они вот разрабатывают сейчас одну из вещей. Это то, как сравнивается, например, то, что один узел был удален, к примеру, красный, да, и зеленый узел, который добавили, например. И желтые это те, которые, например, не изменились. Или, точнее, они изменились, что-то внутри, поэтому они желтые. То есть узел остался, но какие-то внутри изменения произошли. И по моему мнению, это очень полезная фича будет, если особенно вы работаете в команде. То есть, когда ты работаешь один, ты знаешь, что еще никаких изменений особо не будет, ты их сам меняешь. Но если вы работаете в команде, то это прям существенное изменение, которое, возможно, увеличит ваш перформанс, производительность. Хочу сказать отдельное, огромное спасибо команде NTN. Мы договорились, что будем регулярно связываться, особенно с текущими какими-то проблемами или с новыми. Очень приятно, что они связались со мной. В основном я видел, что они связываются с англоязычными разработчиками. И здесь, насколько я знаю, я не видел до этого, чтобы команда NTN связывалась с русскоязычными разработчиками, которые ведут, например, YouTube-каналы на русском языке. Поэтому спасибо им огромное. Я надеюсь, вам этот короткий ролик понравился. И подписывайтесь на канал, потому что чем нас больше, тем больше они будут прислушиваться к тем проблемам, которые мы встречаем. Переходите в телеграм-канал, там создается комьюнити, которая технологическая, но также те, которым интересны NA10. Возможно, в будущем
я создам прям отдельное комьюнити только по N8N и по автоматизации. Потому что N8N это на самом деле не только система, которая позволяет автоматизировать без написания строчки кода, а также это для кого-то прибыльный бизнес, который строит эти системы и зарабатывает деньги каким-либо из способов. И это в комьюнити можно обсуждать. Это то, что у меня крутится в голове. Вы напишите в комментариях, если вам это будет интересно. Я с удовольствием пообщаюсь на эту тему. А так, увидимся в следующем видео.